Скоро вам придет пизд. Алкоголь на каждом кругу, сигареты везде, как продавались, так и есть. Это не предприниматель, это преступник. Цифровизация везде и повсюду. И еда, и такси, ну и повестка в военкомат. Неожиданно севший в Магадане самолет приведет к активации экономического пространства в городе Магадан. Хоть зачем вам берег турецкий? Всем привет! Сегодня воскресенье и новости на канале Игоря Рыбакова. Поехали! Более 30 человек погибли после отравления сидром в нескольких регионах России. 97 человек пострадали. Все они употребляли напиток Мистер Сидр. Продукцию уже изъяли по всей стране. В этой продукции оказался опасный яд — метанол. Особенность этой ситуации в том, что это был крафтовый напиток, ну то есть не какой-то одеколон или боярышник или что-то там левое. Поэтому люди покупали этот напиток, да, в ожидании неких там приятных ощущений, и вот такое. Отравления людей были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Удмуртии, Чувашской республике, в общем, практически по всей России. В Самарской области уже арестовали предпринимателя, распространяющего суррогат. Нет, это не предприниматель, это преступник, это делец какой-то, причем криминальный. Предпринимательство не имеет ничего общего с дельцами, которые отравляют людей, соучаствуют в особо крупных размерах в производстве алко-наркотических вещей, распространении алко-наркотических веществ и так далее. Поэтому, ребята, так, те, кто из вас на моем канале себя причисляет к предпринимателям, а до сих пор занимается вейпами, сигаретами, кальянами, алконаркотическими веществами, производством, распространением, рекламой и так далее, вы не предприниматели. И я вас на своем канале не жду. Так и передайте своим подельникам, да, которые вас поддерживают. Скоро вам придет пизд. И неожиданная развязка. Сидр, после которого погибли уже 30 человек, и, наверное, это еще не все, делали из спирта, украденного со склада МВД в Самарской области. Он хранился там с 2012 года. Да, и министр внутренних дел Колокольцев уволил 2 начальников из Самарского главка и так далее. Вот об этом говорят средства массовой информации. Я думаю, что средства массовой информации говорят, ребят, не о том. Не к этому следует привлекать внимание, а к здравообразованию, к мироподобию и к миросообразности. В Госдуме тем временем предложили возобновить проверки производителей пива и сидра. Да? Каждый кулик свое болото хвалит, каждый защищает свою внутреннюю необходимость быть важным, таким деловым и так далее, но все это чепуха. Как мерли люди от алкоголя, от суррогата и так далее, так и будут умирать до тех пор, пока общество допускает саму свою возможность, что алкоголь на каждом кругу, сигареты везде, как продавались, так и есть, вейпы и так далее. Что происходит? Я очень сочувствую и сожалею семьям, которые беду эту на себе ощутили. Но, друзья мои, давайте сделаем так, чтобы этого не происходило дальше. Давайте возьмемся за руки и скажем свое решительное «нет» любым алко-наркотическим веществам в любом проявлении. Да, ну и напомню, у меня есть специальный выпуск «Как отказаться от алкоголя и обрести новое качество проживания жизни» на моем примере. Выпуск этот я закреплю здесь во вкладке под этим видео. Обязательно найди его и порекомендую этот тем, кто до сих пор бухает, курит и так далее, изводит себя этими бесплодными, тщетными попытками успокоиться. Успокойтесь в гробу, а сейчас надо жить качественно и богато. В Магадане экстренно сел самолет Дели-Сан-Франциско, и пассажиры этого авиалайнера смогли познакомиться с Магаданом, что называется, на чистоту. Короче, причина экстренной посадки — неисправность двигателя. И когда самолет садился, первое, что случилось, шасси самолета попало в огромную дыру на взлетно-посадочной полосе, а потом путешественников не смогли расселить, потому что нет в Магадане, понимаете, гостиниц и так далее. В результате их расселили в школе на матрасах. И это видео показывает, в каких условиях, приютили путешественников. Да, хорошо хоть так приселили, хорошо хоть
не дали им палатки, говорит, живите на улице. После инцидента, когда о нем написали все СМИ, губернатор пообещал открыть 4-звездочный отель в Магадане, аэровокзальный комплекс и заделать яму на взлетной полосе. Понятно? Какие выводы мы из этого делаем? Первое. Неожиданно севший в Магадане самолет приведет к активации экономического, значит, пространства в городе Магадан и, наверное, во всей Магаданской области. И, наверное, самолеты, пролетая над Магаданской губернией, будут еще не раз садиться, приземляться по неисправности двигателя, а может просто потому, что вот погостить в Магадане и посмотреть, какие красоты и так далее. Поэтому Магадан, туристический бум ждет тебя. Ну а пассажирам, которые летят из Дели в Сан-Франциско и так далее, на территории России, конечно, здорово познакомиться с Россией лицом, воочию, увидеть красоты, необычности, вот эти вот все. Лучше бы природные, конечно, а не вот эти вот бытовую неустроенность. Но лиха беда начала. Главное с чего-то начинать. Поэтому, ребята, летайте чаще через Россию, приземляйтесь чаще и любите. Даже если вас не расселят в гостинице и вы поживете на матрасах в школе, ну а где вы еще почувствуете на себе вот такое вот жесткое дыхание реальности? Где? Банки Казахстана, Армении и Гонконга начали блокировать платежи российских компаний за электронику, поставляемую по параллельному импорту. Понятно, что все эти блокировки — это все то же самое — опасение попасть под вторичные санкции. А сейчас страны Запада принимают все возможные меры, чтобы увеличить внимательность к выполнению санкций, испугать всех от вторичных санкций и третье — испугать всех тех, кто будет способствовать другим обходить эти санкции. Параллельный импорт и так далее, и все такое. Вот здесь, в отличие от производителя алкоголя, я вам так скажу, предприниматели, которые помогают другим людям купить санкционку, это реальные предприниматели. Они помогают вам сохранить или увеличить качество проживания жизни, а не теряться в замешательстве из-за вот этих турбуленций в мире, которые происходят. Это реальные предприниматели. Поэтому все те, у кого все еще есть деньги на санкционку, приготовьтесь, цены на санкционку будут расти. Иногда будут перебои, дефициты, но в конце концов, если некоторые говорят, а может ли быть так, что вообще не будет возможности закупить какой-то сервер? Я вам так скажу. Во все времена существовали так называемые контрабандисты. Они вам привезут все, что угодно. Да, пожалуйста, любые машины, любой сервер. Единственное, за это придется заплатить очень дорого. Я не призываю вас к тому, чтобы закупать санкционные товары, я вас призываю вот к чему. Производите товары, которые стали санкционными. Это действительно огромная возможность для приходящих на рынок предпринимателей. По тем товарам, которые резко выросли, пожалуйста, открывайте гаражные цеха, кооперативы какие-то, объединяйтесь в артели и так далее. Все и делайте. Очень интересное отношение к брендам, например, в Китае. Может быть, вы знаете, что вот эти международные типа правила, брендирования, патентов и так далее, вот, например, в Китае не работают. То есть Китай, например, это особая страна. Турция тоже особая страна. Пожалуйста, турки прекрасно, так сказать, вешают разные бренды и под этим брендом производят товар в Турции. В Китае, в общем-то, делают то же самое. Но я вам не рекомендую так делать, я вам рекомендую сделать бренд до степени смешения, похожий на бренд, раскрученный и знакомый потребителям. В общем-то, Технониколь также делал. Когда мы выходили на рынок и конкурировали с нуля с международным лидером компанией Rockwool, что мы сделали? Мы выставили товар Rocklite. Rockwool, Rocklite. Заполонили рынок, и клиенты, когда приходили, они говорят, так, что тут у вас, Rockwool есть? Продавцы что говорили? Rockwool сегодня нет, есть Rocklite. И так мы начали свою торговую деятельность каменной ватой Технониколь. Сейчас каменная вата Технониколь номер один на рынке. Rockwool тоже остался на рынке, но он не занимает какую-то доминирующую позицию, поэтому дай бог каждому предпринимателю, кто прозорливо воспользуется советами Рыбакова и станет, во-первых, свою жизнь поправить, своей семьи, а во-вторых, улучшить жизнь очень многих людей. Добро пожаловать! В Москве состоялось одно из главных бизнес-событий года — Рыбаков бизнес-форум. Бизнес имеет огромную власть над нами. Поэтому нам важно знать, как эта власть действует, чтобы присвоить эту власть себе.
Благодарю всех, кто посетил Рыбаков бизнес-форум. Я благодарю тех, кто вошел в первые 20 человек моей специальной группы Рыбаков Executive Program, которую я формировал на этом форуме. Если ты бизнесмен, топ-менеджер, руководитель, собственник, тебе важно знать особенности, как действует власть и как ее присвоить себе. И я сделал для этого специальное видео про Рыбаков Executive Program. Посмотри его. Прямо после этого выпуска будет специальное видео. Проходи под это видео на вкладку Рыбаков Executive Program и записывайся на отбор на мою топовую программу. Я жду тебя. Минфин сделал очень важную инновацию для развития фондового рынка в России, которому прочили смерть, который уже почти, точно лежал в анабиозе, и тут вдруг возродился. Ибо рублям некуда больше деться. Раньше их конвертировали в доллары, евро и покупали какие-то акции, а сейчас нету такой возможности, и потому фондовый рынок как птица Феникс. А Минфин тут как тут делает очень важные законы для того, чтобы эти деньги уверенно осаживались именно на фондовом рынке. Итак, в чем суть? Ты в течение 10 лет инвестируешь в фондовый рынок, и у тебя, например, доходы будут какие-то. Так вот, 30 миллионов этих доходов будут освобождены от НДФЛ. Будет специальный вычет. И этот вычет составит, где-то соответственно, 13% от 30 миллионов рублей. Примерно 4 миллиона рублей. То есть Минфин всячески старается приземлить, прикрепить деньги россиян на фондовый рынок. Это очень хорошо. Вот эти долгосрочные вложения на 10 лет, 20 станут реальным пенсионным фондом для тебя лично. Я честно говоря, вообще не верю в пенсионные фонды, которые не государственные, не государственные. Я вообще предрекаю, что через 20 лет пенсионных фондов не будет. Все, что ты разместишь на фондовый рынок длинный, используя налоговые льготы Минфина и так далее, это и будет твоей пенсией, да? А те подачки, которые дает это пенсионный фонд, те копейки, те 3 копейки, их, во-первых, и так мало для жизни не хватает, а через 20 лет их вообще не будет. Поэтому вовремя инвестируйте в долгую. И на самом деле этот ход по созданию длинных денег в России из денег самих россиян, инвестируемых, в длинные долговые бумаги, акционерные бумаги и так далее, это очень грамотно, это очень своевременно. И я хочу добра пожелать всем тем, кто в долгую инвестирует, зарабатывает и сам создает себе пенсионный фонд. Живите здраво, счастливы, у вас действительно будут деньги. И я хочу добра пожелать всем тем, кто придумывает такие инициативы и строит фондовый рынок России для длинных денег. Предприниматели, бизнесмены действительно нуждаются в длинных деньгах. И государство, стимулируя такие законы, в принципе создает предпосылку для появления рынка длинных денег в России. Это приятно. Поэтому, друзья мои, инвестируйте в длинную фондовый рынок. Яндекс, Сбербанк, ведущие компании, в общем-то, вы сами можете посмотреть на фондовом рынке, их не так много, я здесь не буду заниматься отъемом хлеба у специальных инвестиционных аналитиков. Сам я лично вкладываюсь в бумаги Сбербанка в длинную, Яндекса, но я буду потихоньку вам выдавать особенности моего инвестиционного портфеля, а вам желаю добра и, конечно же, заранее в длинную позаботьтесь о своих пенсионных накоплениях. Да, и еще что. Все, что я говорю об инвестициях здесь и в своих каналах, это открытая информация, я не беру никогда плату за это. Поэтому множественные каналы, которые ссылаются, что Игорь Рыбаков сейчас умножит ваши деньги, отдайте деньги под управление, я вам так скажу, это мошенники. Я даю советы на основании того, как я делаю, и даю я их здесь, на YouTube-канале и в моих официальных каналах. Да? Поэтому знаете, если вдруг кто-то под именем Игоря Рыбакова привлекает деньги, это мошенники. В Москве тестируют беспилотное такси. Лучше бесплатное, чем беспилотное, ладно. Итак, такие автомобили управляются искусственным интеллектом, но для безопасности в машине сидит водитель-испытатель. Кстати, я думаю, водителю-испытателю зарплата больше, чем таксисту, поэтому на кон получается какой-то сплошной проигрыш, что ли. Короче, покататься на роботакси могут пользователи старше 18 лет. Поездка стоит всего 100 рублей и доступна пока что в районе Ясенева.
В общем, сейчас в мире очень много экспериментов с беспилотными такси. Пока что никаких видимых результатов, ну и никаких обнадеживающих даже предпосылок, что у нас когда-то смогут ездить беспилотные такси. Ну, разве что по очень выделенным полосам, огражденным специальным забором, чтобы туда никто не проникал. Вот. Это очень дорого и это очень сложно. Поэтому хайп продолжается, привлечение денег инвесторов на создание всяких беспилотных штук транспорта продолжается. И если вас втянули в такие инвестиции, знайте, что вас развели. Любые деньги, которые вы сейчас на такой стадии положили в разработку беспилотных устройств, такси, транспорта городского и так далее, это, в общем-то, считайте, вы профинансировали R&D, то есть исследования, разработки на такой очень ранней стадии. В конце вот января этого года стало известно о том, что, например, беспилотные такси в Сан-Франциско убирают из центра города. Да? Автомобили без причины останавливаются посреди улицы, блокируют движение и так далее. Ну, много сообщений. Ну, это вот множественные подтверждения моих слов. Знаете, никаких на сегодня нет предпосылок, что беспилотные такси смогут заменить для общественного транспорта старых, добрых, умных, серьезных, очень надежных водителей. Поэтому, дорогие мои водители автобусов, такси и так далее, не волнуйтесь. Хайп сойдет на нет, а людям все равно хочется ездить к друзьям, на природу и так далее. Поэтому такси forever, ну или self-made, да, каршеринг и так далее, это тоже пожалуйста. Но я, например, предпочитаю ездить на такси или с водителем. Пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо. Как обычно, все эти средства массовой информации раздувают хайп из того, чего нет. И в продолжение цифровой революции Минобороны будет оповещать о призыве через СМС. Опа! Сообщение будет приходить по номеру, указанному на портале госуслуг. Поэтому, ребята, срочно все идем на портал госуслуг и проверяем, какой номер зашит у вас там. Ну, естественно, вписываем тот номер, по которому вы ожидаете повестку. Ну, вам, конечно же, не терпится узнать, как будет выглядеть вот это письмо счастья, пришедшее к вам по СМС, да? Я вам скажу, будет выглядеть примерно так. Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка. Просьба ознакомиться с ней на госуслугах. И как пояснили в Госдуме, все это делается абсолютно и исключительно и только лишь для удобства россиян. Вот Андрей Картополов, глава комитета Госдумы по обороне, пояснил, что рассылка готовится для удобства граждан. СМС не приравнивается к повестке, это всего лишь оповещение о том, что повестка сформирована. Что можно здесь сказать? Цифровизация везде и повсюду. Цифровизация, дигитализация, пуш-уведомления и так далее. Сегодня цифровизация — это и еда, и такси, и дистанционное образование, ну и повестка. Военкомат — тоже цифровизация. Такие времена. В Северной Корее запретили самоубийство и приравняли его к измене социализму. Как пишут средства массовой информации, Ким Чен Ын приказал местным органам власти принять превентивные меры. По данным источников КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Сообщается, что несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации. В результате мера, которую приняли, это запрет на самоубийство, и пропаганда отчетливо дает понять, что ты изменишь социализму, если наложишь на себя руки. Очень странно развивается мир, однако я вам так скажу, везде, где есть долговременная, ну, такая доминация или попытка взять других под контроль, везде развивается вид власти сопротивления. И вот в Северной Корее вот эта вот измена социализму в виде суицидов увеличившихся, это тому пример. Кстати, Северная Корея не единственная страна, где общество голосует своим поведением против укоренившихся соционормальностей в этой стране. Вы знаете, сколько соционормальностей, которые вот, не хочется, чтобы они дальше продолжались в России, а сколько в Америке? Да в каждой стране есть такие соционормальности, которые бы следовало изменить. Как изменять эти соционормальности? Все ждут государства, все ждут каких-то деятелей, что они изменят. Однако я вам так скажу, все соционормальности, которые возникли или будут возникать, они происходят только потому, что ты, конкретно ты,
главный человек в своей жизни. И ты решишь, какие идеи ты загрузишь в свою голову. И тогда, когда таких, как ты, будет 10, 20, 100, 1000, да, где вы группой сконцентрированно проживаете, вот в этом анклаве возникнет иная соционормальность. Соционормальность — это то, какие идеи загружены сейчас в голову доминирующего количества людей. Поэтому мы здесь на канале чем занимаемся? Я дарю вам палитру или арсенал различных идей, попробовав загрузить которые в свою голову, вы можете проверить, как изменяется качество вашей жизни. Если качество вашей жизни улучшается, оставьте себе эти идеи и живите с ними. Если нет, продолжайте дальше попытки. Все, что я хочу, чтобы вы прервали замешательство в попытках ожидания, что придет Мессия и провозгласит какую-то идею, и эта идея вас спасет. Не спасет. Вам нужна идея, которую вы загрузите в свою голову. В общем, кто понял, тот молодец, тот сможет воспользоваться. Ну а кто не понял, смотрите мои выпуски, я еще поразмышляю на эту тему, чтобы помочь и вам тоже воспользоваться, да, навыками процветания, богатства и изобилия. Акции Apple установили новый рекорд стоимости за все время обращения биржи. Да, именно такие новостные заголовки были буквально во всех средствах массовой информации. Все это было в преддверии конференции, на которой Apple представлял новое устройство — шлем смешанной реальности. Кстати, я смотрел, что может этот шлем. Достаточно посредственная, в общем-то, штука. В этом устройстве, ну вот если так сказать, ты одеваешь очки, ты видишь как бы свою комнату или пространство где-то, и там такие вот иконочки, и ты можешь вот… Ну, короче, ничего особенного нет, но, понимаешь, вот эта халабуда у тебя на голове висит, какое-то устройство, и ты все это присоединяешь, и это все надо настраивать и так далее. Ну, наверное, вы понимаете. Есть, конечно, маньяки и фанаты вот этих вот гаджетов, обвешиваются, там всякие наушнички в уши там воткнут и так далее, Apple Watch и так далее. Окей, но я не любитель всего этого. И очень много людей тоже сказали: нет, нам это не проходит, поэтому акции Apple стремительно идут вниз. В общем, ребят, Apple — величайшая компания по одной причине. Apple создала религию, учение. Вот те самые фанаты Apple — это религиозные адепты. Они могут достаточно посредственную вещь боготворить. Ну, это не исключает наличие классных вещей у Apple, но ведь некоторые штуки, ну, просто отвратительны. А эти религиозные адепты от Apple, ну, они говорят: вау! Это поразительно, как у компании Apple удалось создать империю по мощности, превосходящие любые империи, существовавшие когда-либо на Земле. Ведь Apple — это и есть тот самый Третий Рим. Реально это империя, которая презрела границы, континенты, моря. Это империя, которая сейчас распространена везде. Куча религиозных адептов и так далее. Поэтому вы сейчас в своем бизнесе, где вы занимаетесь, тоже можете строить такие империи. Но помните, учение лежит в основе любой религии. Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для россиян, при этом оставив их прежними для европейцев. Якобы Турция воспользовалась отсутствием альтернативы для россиян, и по сравнению с прошлым годом на те же отели и ту же продолжительность тура стоимость на 50% выше. Турции опровергают этот заговор и говорят, что нет никакой дискриминации для россиян. И цены динамичные, зависят от загрузки самой гостиницы. И некоторые путевки дешевеют ближе к дате заезда. Друзья мои, первое. Ну действительно, год назад и 2 года назад Турция, турецкие отели, не Турция как страна, а многие турецкие отели выдавали спецофферинги, спецпредложения, и цены были ниже. И поэтому я думаю, это все спекуляции, конечно же, абсолютно. Я был в Турции и не видел никакой там дискриминации и так далее, но я видел очень ушлых и таких вот вертких предпринимателей. Турки — это реально мощные бизнесмены, знаете, уторгуют кого угодно. Вот и тут. Как только турки почувствовали, что русские могут платить дороже, да, или там отель загрузился, ну что, цены становятся больше. И это не потому, что русские, это не потому, что там что-то. Да нет, это потому что бизнес. Потому что те самые законы власти в бизнесе, которые, если ты освоишь, ты будешь тоже применять для своего благосостояния. Ну а те, кого не устраивают вот эти вдруг возросшие цены, и кто
Кто не хочет играть по правилам бизнеса и наслаждаться, все включено в Турции, ребята, для вас есть Куба, для вас есть Зимбабве, для вас есть много направлений, куда вы тоже можете поехать. Египет, Тунис. Да. Хотя вместе с перелетом это все равно выйдет дороже. И поэтому, если по совокупности посмотреть, ребят, живете в Москве, Подмосковье вам направление для туризма. Живете где-то там в Сибири, ну, ребят, там столько замечательных мест в Сибири, ну что вы. Живете в Восточной Сибири, ну, Байкал, ну это же жемчужина. Ну, короче, в России количество мест, куда поехать. Зачем вам берег турецкий? Я не ерничаю здесь, я еще раз говорю, туристические направления в России, слава богу, развиваются сейчас бурными темпами. Поэтому бизнесмены, предприниматели, открывайте больше кемпингов, глэмпингов, отелей, каких-то эко-отелей, поселений. Это очень здорово, что вот эти ограничения логистические, они сейчас привели буквально к взрывному росту очень многих направлений в России. Вот, например, недавно у меня Катя была с детишками в Суздале. Ну это же просто невероятно. В общем, они как рассказали, я собираюсь тоже в Суздаль. Какой же хороший день. Как же хорошо, что не все так плохо, как могло бы быть. И потому, завершая этот выпуск, я хочу вам предложить подход, который подарил мне мощное качество проживания жизни. Пользуйтесь моим подходом вы тоже. Этот подход называется так: давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Меня часто спрашивают, как мне удается постоянно находиться в потоке, в приливе сил, не ощущать износа, продолжать масштабировать бизнес и запускать новые проекты. Давайте остановимся на этом поподробнее. Как вы думаете, что предшествовало экстраординарным результатам Технониколь? Экстраординарные результаты – это следствие экстраобыденных состояний. Примерно до 42 лет на вопрос «как дела?» я обычно отвечал «в порядке», хотя далеко не всегда это было так. И я искал способы выйти из этого состояния. Да, я жаждал нового опыта, новой глубины, нового измерения того, что я считал успехом. Как вы думаете, почему технологические предприниматели, владельцы огромных компаний, у которых, как считается, есть все, зачем-то едут в Тибет, покупают билеты на Burning Man, проходят ритуал айаваски, ищут пиковые переживания, занимаются экстремальными видами спорта? Что они, собственно, ищут? Они ищут способы прерывания обыденности. Посещая всевозможные бизнес-программы, я все чаще стал думать о том, что бизнес-образованию не хватает чего-то важного. Есть множество практик, которые прокачивают ваше мышление. Есть немало тренингов, благодаря которым вы повысите свой физический тонус. Существует огромное число бизнес-курсов, где вас снабдят самым актуальными бизнес-инструментариями и даже предоставят вам возможность стать частью сильного и питающего окружения. За экстраобыденными состояниями всегда можно съездить в Индию или Перу. Но я не мог найти ни одной программы для лидеров и предпринимателей, которая включала бы в себя все эти 4 элемента. Что ж, подумал я, значит, я сделаю эту программу сам. Так и родилась программа Рыбаков Executive Program. Это 5-дневный иммерсивный курс обучения лидерству и ваш опережающий доступ к власти, влиянию и качеству проживания жизни. Но главная особенность этой программы в том, что она постоянно обновляется. Мы предоставляем вам только самые актуальные приемы и практики. Каждый приходит на ту или иную программу с определенной, более или менее конкретной целью. С каким бы запросом вы ни присоединились к этому приключению, вы гарантированно получите сильно больше. Я жду вас.